Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, поделиться нашим видео и включить уведомления, чтобы первыми узнавать о новых видео. Баран и Дилан засыпают во время просмотра фильма. Они просыпаются и смотрят друг на друга. Баран спрашивает Дилана, не приходило ли ему в голову, что сегодня мы будем спать вместе. Дилан тоже не пришел, и он говорит, как это случилось. Баран тоже был хорош, но он говорит. Дилан и Баран говорят, что впервые полюбили друг друга. Зюмруд молчит, и Джевдет спрашивает, что случилось. Чеврей говорит Зюмруд сказать это сейчас. Зюмруд говорит Джевдету, что хочет поехать в Германию к Але и просит его о поддержке. Джевдет не очень хочет, но ничего не говорит. Дилан счастлив, думая, что они разговаривают с Бараном. Когда Дилан встает с постели, она видит записку, оставленную ей Бараном. Дирья и Ферат сидят у бассейна и ждут кофе. В это время Гуль приносит им кофе, говорит приятного аппетита и уходит. Говорят, что за Ефратом мне все равно. Дирья также говорит, что у Гуль хорошее настроение, потому что она взяла деньги. После того, как Роуз уходит, она садится и начинает плакать. В это время мужчина протягивает ей платок, и после того, как Гуль берет платок и благодарит его, встает и уходит. Дилан собирается, выходит и рада видеть свой велосипед в саду. Кадер спрашивает, кто принес ей велосипед. Кадер говорит, что его принес Баран, а Дилан садится на свой велосипед и едет к Барану. Дилан какое-то время наблюдает, как Баран катается, в то время как Баран замечает его, слезает с лошади и идет к Дилану. Дилан спрашивает Барана, что он здесь делает. Баран протягивает руку и здоровается, это Баран. Дилан смеется и отвечает: «Привет, я Дилан», и они обмениваются рукопожатием. В это время им в спину снимает оператор. Баран говорит: «Ты часто сюда приезжаешь», а Дилан говорит, что да, я приду повидать Фертину. Баран предлагает прогуляться, и они начинают гулять вместе. Баран говорит, что я очень люблю лошадей, думаю, и вам тоже, и думает, что они будут хорошо ладить. Дилан говорит, что ей очень нравятся лошади, и спрашивает, как поживает Шторм. Баран говорит, что он очень хорош, и говорит, что когда он собирался отказаться от Шторма, пришла крестная фея и помешала ему. Затем Дилан говорит, что я думаю, вам не безразличны мысли этого человека, и они вместе возвращаются в Фертину. Пока Сена и ее мать с тревогой обсуждают, что делать, звонит Джихан. В то время как Дилан и Баран любят Шторм, Баран внезапно хватает Дилана и прислоняет его к стене. Дилан пытается уйти, но Баран блокирует ее. Затем Баран показывает ему, что у него есть, и спрашивает, твое ли это. Дилан спрашивает, откуда у него браслет, и Баран говорит, что он у него с того дня, как он его уронил. Позже Баран надевает браслет на Дилан. Когда Дилан спрашивает, почему она очень счастлива, но почему она не дала этого раньше, Баран говорит, что я, должно быть, ждал сегодняшнего дня, и они обнимаются. Джевдет и его отец вместе начинают собирать гараж, и в это время к ним подходит Егмур и подходит к велосипеду сбоку. Пока Дилан и Баран гуляют вместе, Баран говорит, давай поговорим о себе. Дилан также говорит, что любит природу, книги и помощь животным. Баран также говорит, что любит читать книги и что сейчас он читает книгу фильма, который недавно смотрел с любимым человеком. Дилан говорит, что это должен быть кто-то, кого вы цените, и спрашивает, что вам еще нравится. Баран улыбается и спрашивает, пойдешь ли ты со мной поужинать. Дилан удивляется, потому что не дождалась, и говорит, что ее одежды нет с ней. Баран говорит, что о них уже позаботились, и Дилан соглашается. Джихан и Сена встречаются и начинают говорить об экзамене Джихана. Джихан, с другой стороны, понимает, что Сена недовольна и спрашивает, в порядке ли она, но Сена отвечает, что ничего страшного. Затем Сена достает из сумки блокнот в подарок и отдает его Джихан.
Джихан говорит, в чем была необходимость, но говорит, что он счастлив, и Сена говорит ему принять это как благодарность за все, что он сделал, и говорит, что ты можешь написать это там, когда меня там нет. Джихан спрашивает, почему он говорит так, как будто прощается, но Сена как-то выдает это. Баран сажает Дилана на лошадь и говорит, что научит его ездить верхом. Он также садится на лошадь рядом с Диланом, и пока Дилан обнимает Барана за талию, Баран едет на лошади. Баран сидит за столиком и ждет прихода Дилана. Приходит Дилан, Баран встает и отодвигает стул, чтобы он сел. Баран говорит, что если тебе это не нравится, мы можем поменять место, но Дилан говорит, что чувствует себя как в сказках. Ферат и Дерья рассказывают о своем браке. Дерья говорит, что хочет свадьбу, но Ферат не очень хочет. Дерья говорит Ферату ничего не раскрывать. После того, как Дерья уходит, приходит Гуль, поздравляет Ферат и возвращает драгоценности, которые Ферат подарил ей, твоей новой невесте. Ферат отдает ему часы на руке и говорит, что если найдешь такого мокрого, как я, отдашь ему. Роза поднимает руку, но Ферат держит ее и не отпускает, но чувствует, что очень любит Гуль. Затем Роуз берет ее за руку и входит внутрь. Пока Баран и Дилан сидят одни за столом, они продолжают болтать так, как будто не знают друг друга. Они задают друг другу вопросы и весело болтают. Пока Егмур возится со своим велосипедом, приходит Чеври и спрашивает, что он делает. Егмур говорит, что пытается починить велосипед. Джевдет говорит, что это старый велосипед Зюмрута. Егмур говорит, что теперь он может быть моим, и просит Джевдета исправить это, и он соглашается. Дилан говорит Барану, что она хотела, чтобы этот день длился вечно, как ее первое желание, и я боюсь, что другие наши дни не будут такими хорошими. Баран говорит, что каждый день будет таким же прекрасным, даже еще красивее. Пока Ферат вспоминает, как Гуль ударил его, и думает о нем, к нему подходит Кадер Ханым и говорит, что ему есть что сказать. Леди Кадер говорит Ферату и Дерии больше не связываться с Гулем, поздравляет их и желает счастья. Пока Егмур и Джевдет пытаются вместе починить велосипед, Джевдет убеждает Егмура купить новый. После того, как дождь прошел, Джевдет звонит Харуну и говорит, что ему нужно переднее колесо для велосипеда. Дилан и Баран вместе сидят на камнях у моря. Держась за талию Барана Дилана, они вместе смотрят на море, а затем Баран целует Дилана в глаз. В то время кто-то тайно снимал их на камеру. Дилан говорит, что поцелуй в глаз приведет к разлуке, ты скажешь «не бойся», но это не в моей власти. Баран тоже говорит «не бойся», и они долго обнимаются. Уже вечер, и они возвращаются домой, затем Баран предлагает Дилану чашку кофе. Когда они входят, мужчина, который крадется к ним сзади, сообщает человеку по телефону, что за ним следят. Дилан подходит к Кадеру и Гуль и здоровается. Гуль спрашивает, знает ли Баран о том, что случилось с Фератом, но Дилан говорит, что нет. После того, как Гуль уходит, Дилан и леди Кадер немного разговаривают, и Дилан идет в свою комнату. Баран и Дилан тоже переоделись и ложатся спать. Баран спрашивает, можем ли мы посмотреть фильм, и Дилан соглашается. В это время Баран гладит щеку Дилана и начинает делать комплименты Дилану, а затем целует Дилана в щеку. Дилан говорит, что если мы собираемся смотреть фильм, я лопну кукурузу и пойду. Вы можете поделиться с нами своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы увидеть больше видео. Мы подошли к концу еще одного видео. Береги себя. Пока-пока.